Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня я хочу посмотреть такой расклад, как прошли ваши работы на перекрестках. Вот так вот. На кладбище, не на кладбище вы это делали, в принципе, не суть важно. Вот интересно поглядеть, а как же вот... Может, кто на полнолуние делал, как раз уже результат должен был бы и подойти к этому времени. Поэтому определяйтесь с вашим вариантом. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. По предварительному просмотру могу сказать, что уже по Таро Светлого Провидца здесь у кого-то появились и еще дополнительные источники дохода. По оракулу теней ритуал прошел отлично. И по веретнику. А вот тут интересно. Ну тут многогранно, конечно, показывает человека, который надменный, который... лжет вам. Ну, посмотрим, может, что должны мы узнать. В общем, заглянем и тудою. Итак, надеюсь, вы уже определились с вашим вариантом. Ну, а я буду переходить к первому варианту. Голубые камушки. Приветствую вас. Давайте посмотрим, как ваши работы на перекрестках прошли. В полнолуние, не в полнолуние, неважно, когда вы проводили. Может, вы вообще делали сегодня, вчера и тому подобное. Так, ну раз выпало, значит, будем оставлять. Луна. Тайна. Как прошли ваши работы на перекрестке? Ну, показывает, что мужчина, который под магическим воздействием, возможно, на вас как-то влиял, да, то сейчас сам окажется в плену своих страхов, переживаний, иллюзий. В общем, человек начнет сам кушать себя, подавлять часть своей личности. Как прошел ваш ритуал? Видимо, он вам что-то закрывал, и ваш ритуал именно был направлен, точнее его сила больше пошла вот на устранение вот этого негатива, наверное. Да, здесь какая-то ситуация, в которой вы бегали по кругу постоянно. Может, человек на расстоянии, может, это вообще интернет-переписка была у вас. И знаете, ну... Или начало чего-то. Так, короче говоря, с этим человеком вы в ссоре были, либо же поругались. В общем, ну... Не суть важно. Суть, знаете, здесь в чем? В том, что у вас ментальное обновление пошло после этого ритуала на перекрестках именно. Но здесь еще есть такой момент, что вас может косить, знаете, тетя лень.
Запал есть, цели есть, устремления есть, а вот где-то хочется немножечко полениться. Но вы знаете, мужик этот все равно, как ни крутите, короче, он как по закольцовке в этой магии бегает, он еще к вам, видимо, возвращаться будет. Но его все работы против вас, они закрыты, то есть закрываются. Вы в туз жезлов уходите, это начало, это искра, это идея, это мысль. Активный образ жизни, конечно. Единственное, что лень нужно убрать. Да, здесь как разрушение определенного степени стагнации были. Так, как прошел ваш ритуал? Давайте по оракулу теней посмотрим. В дорогах работали. Выездная ритуалика. Слушайте, да, здесь такое вот, знаете, похожее что-то на то, что, может быть, кто-то из вас и был на кладбищах. Может, да. Страх какой-то присутствовал, возможно, при общении, перед тем, как вы туда отправились. Но здесь как бы хорошо. Давайте по Таро Веретника сейчас дополню. Что там? Ух ты, как интересно. Удача, ребят. Первая карта удача. Секунду. Глядите, здесь удача у вас в работе полная. И здесь те, которые вас предавали люди, у них были договора определенные. Вот будут преданы по этим договорам. Уж с темными они там, либо же это на физическом мире. То есть там, ну, элементарно заключил договор с кем-то, да, по рабочим моментам, и его кинули. В общем, те, кто вас предавали, вот как-то пошло по их договорам, вдолбит очень сильно. Так, ребятки, ну здесь, да, человек привороты лепил вам. У вас защита есть от этих подселенцев. Даже если будет что-то и дальше делать, ну, то есть ему это многое какими вещами может откликнуться, но вам как-то до одного места делает, и пусть делает, раз ума нет. Пусть дальше голову расшибает себе. У вас тут идет учение, процесс обучения тому, как избавляться от этих приворотов, да, как вообще себя выводить на новый уровень. И это ваш путь. Вы еще получите определенные знаки от своего рода. Вот, откровение к вам придет. И тут также еще проходит такой момент, что вы в будущем будете наставником. То есть вы путь наставника начинаете. И по поводу этого можете получить откровение. Так что вот так вот первый вариант. Здесь хорошо прошли ваши ритуалы. Но видите, больше показала акцент на мужчине, который, видимо, уж слишком заигрался, да, и очень много чего негативного, деструктивного в вашу жизнь вносит. И показала, как это хорошо все снялось. Ну вот эта лень, это знаете, в какой момент? Это момент того, что вот он, видимо, пытается, да, как-то там, ну, что-то повыеживаться еще. А вот вам вот таким моментом
аукивается, да, его программа. То есть лениться здесь нельзя, это точно. Не потакайте своей лени, дабы деструктивная программа этого мужчины на вас еще больше не засела. Ну, здесь прощение все мне показывают. Видимо, вы уже простили, отпустили эту ситуацию и хотите жить дальше, а там у человека, заворот пошел. Так что вот так вот первый вариант. Хорошо у вас прошла ритуалика на перекрестках. Да, у вас новых идей теперь как-то подприбавилось. А это хорошо. Так что благодарю вас за просмотр. Первый вариант. Оставляйте ваши комментарии, делитесь, как у вас проигрывается это все. Делитесь своими впечатлениями. И желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Второй вариант. Белые камушки. Я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, как у вас прошли ритуалы на перекрестках. Что у вас там подснялось, подубралось. Вот так вот, да? Я даже не знаю, как. Здесь какая-то как апатия была на вас наведена. Видимо, чтобы вы ничего не хотели делать, никуда не стремились. Знаете, такое вот, эту карту называю, на горшках сидели. Знаете, как разочарование, такое вот, желание уйти от всех, да, закрыться там, грустинку сожрать и сидеть как бы. Вот это обнуляется, обнулилось. Здесь у вас планы, здесь у вас куча планов по достижению определенного достатка. Может, кто-то вообще жильем хочет обзавестись, да? Но здесь, знаете, как здесь идут планы на то, как быть счастливым человеком. Вот так вот. Да, это все вам было наведено. Здесь через темных также на кладбище могли работать. Работа прошла вместе с местами силы. Там с родом, либо же с кем вы еще. Хорошо прошла в содружестве. Ну, знаете, здесь как будто вот, два потока. Может, вы с родом, может, и с темными, может, вы вообще работали с хозяйкой, хозяином кладбища, может, с богами какими бы то ни было. Тут, знаете, тут и как-то вот и то подмогло вам. Да, вам иллюзии, мороки накидывали, короче говоря. Может, у кого-то даже какие-то предложения поступали от каких-то там знакомых, незнакомых людей, знаете, такие, такое что-то, не алё. Но хотели, чтобы вы под этим предложением увидели как перспективы для себя. Да, потом, короче говоря, на вас накинуть всякую ерунду, еще и, неответственные, короче говоря, люди. Я уже дальше не хочу смотреть. Понятно. Тоже там ничего нормального. Такие, знаете, те, кого допускать в свое пространство не стоит. Хотели, чтобы у вас было тяжело все. Чтобы вы, возможно, вообще сдались. Понимаете, как сломить вас хотели. Вот как прошли. Счистили вы. Тут так интересно получается, что... Видите, 4 карты выпало, но пусть будет так уже, как разложили. Какой-то негатив от вас, тяжести ушли, знаете, вот
может, тяжело давалось все, да, ранее. Вот такая перегруженность проблемами. Вот это все почистилось. У кого-то из вас еще грядут какие-то предложения от вашего рода. Но это с темными. На будущее туда. Чтобы вы были в курсе. В рабочих моментах от вас подчищаются деструктивные люди. То есть они к вам больше подходить не смогут. Ну, то есть вообще в вашем пространстве не смогут находиться. Так что, по сути, все отлично. Второй вариант. Тут ваш род, тотемы защищают. Вы истину какую-то получили. Или же получите. Ну, тут больше по роду идет, потому что они вас любят. И истину какую-то вы узнаете, откроете для себя. Знаете, как то, что было ранее от вас скрыто. Через какой-то конфликт будете эту истину открывать, ребята. Что-то вы для себя обретете после этого ритуала. То, что вы почистили, это одно. Но тут какое-то обретение будет. Так, а ну давайте-ка по Таро Веретника погляжу. Как у вас ритуал прошел ваш на перекрестках? Здесь показывает человека, который очень вас обсуждает. Считает себя выше вас, либо считает, что у него дар больше, чем у вас. Ну, то есть, тоже типа, может, практик. Второй вариант. Тут по веретнику показывает, я спрашиваю, вот как для вас ритуал, да, прошел, а показывают вашего недоброжелателя, что человек, ваш недоброжелатель, будет предан. Он очень, видать, подумывал о том, что он настоящую любовь, типа, встретил, просил чего-то, а попадает в треугольники и... Знаете, как сам на себя одевает кафтан из чужих проблем. У вас удача. Полная удача. Тут вам неупокоенные помогают. Души. Но здесь работа, знаете, и с темными, и с светлыми, и с богами, и с местами силы, и... Ну, много каких энергий идет. Вот 3 пункта получается по вам. В грусть, тоску вас вводили, истину, это все почистилось, истину какую-то вы для себя узнаете, и даже по вашему недоброжелателю нам показали, что там, как там у него будет. Здесь, знаете, еще такой... Этот ваш недоброжелатель хотел, чтобы все ваши проекты не смогли осуществиться, чтобы, знаете, какие-то угрозы к вам шли, чтобы вы там находились в иллюзиях, в мечтах каких-то.
человеку, я же говорила, да, что очень, ну, вас обусоливает, видимо, ну, личность не состоявшаяся, нет, чтобы свою жизнь как бы до ума доводить, да. Он, короче, его очень коробит, что вы идете к своей цели и, по сути дела, ну, и не сдаетесь, и он, знаете, как удивлен от того, что почему же не получается, понимаете, вот почему же у меня не получается. Еще есть такой момент, что ваш недоброжелатель занимается приворотами, возможно, это практик, за счет того, что он делает подобные заказы, он на себя одевает часть кармы этих людей негативную. Я же сказала, как кафтан натягивает. Да-да-да, это отомщение. Там искушения у него свои будут. Будет думать, что у него все благополучно, что все будет хорошо. И известия о каких-то болезнях, и, ну, там расплата. Ну, у него свой путь, понимаете, познания этого мира, давайте скажем так, через призму проблем и тому подобное. Ну, видимо, только так человек может понять, что своей жизнью нужно заниматься, а не в чужой ковыряться. Вот так вот, второй вариант. Для вас расклад зашел. Оставляйте ваши комментарии, как у кого как проигрывается ли данная ситуация. Что десятка жезлов? Слушайте, ну, тяжело им дается воздействие на вас, и все ждут, когда вы окажетесь с разбитым сердцем, а, видимо, не получается. А, видимо, не получается второй вариант. И, да, смотрите, здесь крадники на вашу работу, на то, чем вы занимаетесь. Своровать хотят. Вас в повешенного посадить. Ох, 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 ох. Ну, ладненько. Пусть стараются. Да? Коль делать нехрен. Вот. Второй вариант. Оставляйте ваши комментарии, как у кого проигрываются данные варианты. Данный расклад вообще. Оставляйте ваши лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, кому нравится. И оставляйте также темы для будущих раскладов, если вам интересно, чтобы я что-то посмотрела. Ну а так, желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Третий вариант, зеленые камушки, я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, что у вас тут на перекрестках вы делали, к чему вас это привело, приведет, аль уже приводит. Так, тройка жезлов. Все у нас сегодня куда-то устремились. Ну, тут познание себя, ребят. Да, здесь познание собственной ценности, как обрести себя, свою радость, свой покой. Здесь познание себя, своего места под солнцем. А кто вы, а что я, да? А для чего я здесь? А где мне будет все-таки комфортно, уютно и вот, ну, жить в радости, понимаете? Здесь идет вот жить в радости. Да, вы хотите любыми путями. То есть, знаете, здесь не то, чтобы любыми путями, нет, не по головам идти. Вы хотите вот именно этой радости, стабильности, особенно баланс внутреннего я здесь идет. Работа с темными, со светлыми. Может, пытаетесь урегулировать эти моменты, да,
Главное, чтобы вам по сердцу было то, чем вы занимаетесь. Вот ваша основополагающая идея, давайте скажем так, да, цель. Ну, здесь хорошо у вас, смотрите, здесь процесс, то да, в начале, но с большими перспективами на будущее. Но, несмотря на это все положительное, все равно какой-то момент в обществе, в коллективе вам придется переломить. Возможно, уйти с работы, поменять, возможно, ну, отречься от каких-то контактов, да, с определенными людьми. То есть, ну, здесь как баш на баш, вы находите себя и идете туда по сердцу, да, в императрицу уходите. Но от чего-то вот вам нужно будет отказаться. Не скажу, что эта часть занимает вот много вашего пространства, но на данном этапе жизни это решение для вас очень, ну, весомое. Но здесь радость от общения с собой вот мне идет, понимаете, радость от того, а кто же я, и, ну, как бы вот оно в чем дело, да, и вот отягощающий момент, вот, либо прошлая работа, либо что-то вот такое, либо же это общество, где вам, ну, неприятно, да, свои моменты, как бы, вот, от этого будете в итоге идти к тому, чтобы избавиться. Причем, знаете как, чем больше вам будет хорошо внутри себя и внутри тех целей, которые вы себе поставили, тем больше вас будут выкидывать на какие-то конфликты в том коллективе, где вам не место. Это не потому, что вы плохая, это потому, что вы их переросли, и вам пора отбросить этот пласт из своей жизни. Да, здесь, ребят, здесь общение с родом идет, и вы понимаете, в чем ваша сила. Ой, третий вариант самый радостный такой, прям, знаете, вы аж... Прям вот не знаю, как... Вот эта карта очень хорошо показывает. Видите, прям аж тепло как будто идет. И смотрите, говорю, радостная карта радости выпадает. Как прошла ваша ритуалика? Вы защиту получили, ребят. Защиту, кто денежный канал очищал, свои финансики, все классно прошло. Но здесь именно магические действия с хозяйкой, с хозяином кладбища, либо же на местах силы с богами, с мужчинами и женщинами. Да, ну давайте так выразимся про богов. Вот. Ну здесь классно тоже все. Здесь исцеление от деструктивных родовых программ идет, ребят. Здесь очищение и защиты. Может, кстати, знаете, что это еще выпадать? Родоначальники вашего рода, да, мужская линия и женская. Вот что еще мне идет. И те вышли, да, вам на подмогу. Ну, вы здесь прям, ну вот, радость идет. Известие вам какое-то. Известие, знаете, о чем будет? О том, что еще кто-то будет пытаться на вас влиять. Это какой-то лицемер. Но у вас есть оберег, защита от этой подлости. Да, вы тут же исцеляетесь. То есть, как вас оберегают, отводят, знаете, от этих личностей. И здесь вам прям предки подскажут, что над своим разбитым сердцем, может, это человек из прошлого, который вас предал. Не суть важно, партнер, либо бывший знакомый, может, еще кто-то. Здесь вам как напутствие взять, знаете, власть над своими эмоциями, и тогда вы приобретете еще больше возможностей. У вас защита, там у человека скрытый умысел есть по отношению к вам, но у вас защита через темных будет. Эти все чужие проблемы, что на вас захотят скинуть, они обнулятся, и там вам дары судьбы идут. У меня такое дежавю сейчас странное, такое впечатление, что мне этот расклад уже снился. Либо прям вот карты повторяются так доподлинно.
интересно очень. Так что вот третий вариант. Такие у вас дела, прям радость, счастье, все классно, все замечательно. Вот, аж прям подзарядили даже меня положительными эмоциями. Благодарю вас за просмотр. Третий вариант. Оставляйте ваши лайки, дизлайки, ваши комментарии, как у кого проигрывается данное прорицание, давайте так назовем. Вот, и темы для раскладов также, пожалуйста, будет интересно мне почитать, что бы вы хотели посмотреть. Так что вот так вот давайте я вам звездой это все. И королева жезлов на дне. Да, здесь меня ведьмочки глядят. Так что вот третий вариант. Мира и добра вам и осуществления всех ваших мечт. Пока-пока.